Пошла, мы начинаем наш вебинар. Добрый вечер, с вами Витрила. С нами сегодня уже традиционный спикер, один из лучших наших спикеров, наше украшение, Оля Верховод. Я надеюсь, ее все знают в лицо уже, все постоянные зрители нашего канала. Оля у нас, во-первых, она просто хороший человек с добрым Спасибо. сердцем, это, наверное, самое важное. Она еще руководит сразу 2 флеги-фирмами. И у нас в Витриловском информационном просмотре она очень ценный эксперт как раз во всех вопросах, касающихся темы флеги. Было уже несколько вебинаров, как в формате какой-то темы, например, как работать, тонкости работы в флеге, то ли наоборот, какие тонкости, что должны знать пациенты, которые нуждаются в помощи. Вот, отвечала Ольга также на вопросы в проекте «Запытай Витрила» где-то 1,5 месяца назад. Ну, а сегодня тема снова касается тема флеги, то есть касается, наверное, интересного такого аспекта, как финансов, какие выплаты положены тем, кто нуждается в помощи, и какие выплаты положены родственникам, тем, кто ухаживает за нуждающимися в помощи. Я еще раз прошу, значит, можно задавать вопросы будет. Пишите вопросы в чат или пишите вопросы в YouTube. Ну и к YouTube традиционная просьба, вы нас смотрите, пожалуйста, поставьте лайк, а если не подписаны на канал, то еще и подпишитесь на канал. Это вы даете сигнал YouTube, классный вебинар, покажи, предложи посмотреть его другим людям. Ольгу в результате увидят больше зрителей. Ну а теперь передаю слово Оле, пожалуйста. Добрый вечер всем и спасибо Витрилам, которые предоставили мне возможность, я надеюсь, один раз для очень многих людей рассказать важные вещи и тем самым избежать повторных вопросов в моем чате. Тем более, что с июля 2025 года достаточно много изменений в книге законов о социальном страховании медицинском и по уходу. И я очень рада, что мы наконец собрались, чтобы посмотреть, что же все-таки изменилось. И очень много вопросов по тому, что такое флеги, для чего, кому, как, зарплата, не зарплата, а на пенсию и так далее. Вот мне хочется очень сегодня разъяснить эти вопросы для всех, что это такое. Если вам что-то не... Я буду очень рада, если вы будете задавать вопросы, потому что на самом деле это очень объемная тема, и это... параграфы закона, это много параграфов очень толстой книги законов, и я могу что-то упустить или что-то недостаточно конкретно на чем-то остановиться, и поэтому я вас прошу, если у вас возникают вопросы, задавайте мне их, пожалуйста, на какие-то я смогу ответить, может быть, есть такие, на которые я не смогу ответить, тогда мы подумаем с вами вместе. Все эти параграфы у меня распечатаны, сейчас лежат на столе, и если я что-то не буду знать, мы с вами вместе можем посмотреть сразу в закон. Но для того, чтобы вам, наверное, было легче понять и мне легче сориентироваться и структурировать свои ответы или свой рассказ, я попрошу сейчас посмотреть вас от небольшую презентацию. Для этого я сейчас вам открою свой экран. Мы с Олегом уже отрепетировали, я попробую еще раз. Пока Оля выводит, я хочу сказать, что
Оля сказала фразу у меня в чате, она действительно администратор чата помощи, который называется, как раз посвящен теме флеги, вот, и ссылка на этот чат опубликована в описании под видео нашей YouTube-трансляции, а тем, кто присутствует в нашем здесь на вебинаре в Google Meet, но не знает, о каком чате идет речь, я сейчас размещу ссылочку тут в чате Google Meet. Все, Оля, пожалуйста. Так, экран виден, хорошо. Я вот так сейчас сделаю. Да. Да, вот так, да? Отлично. Да, ну вот это тема нашего сегодняшнего вебинара. Название на украинском, ниже на немецком. Дальше, извините, пойдет все на русском языке. Я, к сожалению, не очень хорошо владею украинским. Итак, мы начнем с основного. Вообще, что такое уход и каким он бывает? Первый параграф по этому поводу, это 36-й параграф, он объясняет уход, так называемые натуральные услуги по уходу, Pflegezachleistungen. Ну, как в простонародье, когда мы берем фирму, когда мы просим фирму ухаживать за нашими родственниками. Что это вообще такое? Это услуги, которые предоставляет, как я уже сказала, нам амбулаторная служба ухода. И что туда входит? Это телесный уход, это мытье, помощь при одевании, гигиена, помощь по дому, социальное сопровождение, когнитивная активация. Когнитивная активация, еще по-другому мы называем это на немецком языке Betreuung, это когда ведутся какие-то беседы, прогулки, то есть то, что поддерживает ментально человека в этой жизни. Здесь вы видите суммы, которые выплачиваются по Pflegegradам, вот таких Pflegezachleistungen, то есть за натуральные услуги. Эти деньги, важно знать, они не выплачиваются никому, они оплачиваются напрямую в фирмах Pflegedienstов, при условии, что за человеком ухаживает дома в домашних условиях. Если человек отдает Pflegeheim, то там действуют уже другие условия. Но Оля, это так, да, да. Может, все-таки мы не знаем, какой уровень аудитории, может, для некоторых это новые слова. Поясни, пожалуйста, коротко, что такое Pflegegrat и что это когда 2, когда 5. Хорошо. Значит, да, Pflegegrat назначается, вернее, зависит от степени необходимого ухода. Он самый меньший, бывает Pflegegrat 1, но он для нас абсолютно нерелевантен. Мы о нем сегодня говорить не будем. Если у кого-то возникнет вопрос, я позже объясню, что это такое. Мы начнем с Pflegegrat 2, потому что все дальнейшие параграфы закона, о которых я буду говорить, в них идет речь о людях с Pflegegrat от 2 до 5. Что такое Pflegegrat 2? Это когда человек нуждается в уходе, на каком-то минимальном уровне. Скажем, человек сам не может мыться в душе, он не может может в силу каких-то когнитивных изменений не понимает, когда надо умыться, как надо почистить зубы и так далее. То есть в среднем это где-то несколько часов ухода в неделю, но человек вполне самостоятелен, он может сам себе приготовить кушать, он может утром сам умыться, он ходит в туалет практически самостоятельно и так далее. То есть там градация очень разная, но в смысле там критерии оценки очень разные. Может быть, человек Pflegegrat 2 иметь, и при этом абсолютно физически здоров, абсолютно никаких ограничений двигательного аппарата, но в силу каких-то психических заболеваний он самостоятельно не может обеспечить свой уход. Pflegegrat 3-4, самый высокий 5. 5 – это уже в основном люди, которые полностью требуют ухода практически 24 часа в сутки. Они лежат в кроватях, они сами не могут подняться, они сами абсолютно не могут для себя ничего сделать.
Флегиград 3, Флегиград 4, это, допустим, Флегиград 3 может иметь человек, который тоже физически абсолютно может быть не ограничен, но ментально и когнитивно достаточно ограничен. То есть он уже не ориентируется в ситуации, не ориентируется на месте, теряется во времени и так далее. Так навскидку очень сложно сказать, когда Флегиград 2, когда 3. Есть целый такой вопросник, он есть в интернете, по критериям. Можно даже ответить на вопросы и понять, на какой флегиград может претендовать тот или иной человек. Там несколько разделов: двигательный аппарат, социальная жизнь, там, когнитивное здоровье, психическое здоровье и так далее. Это очень большая тема тоже. Ну вот в среднем где-то вот можно так сориентироваться. Еще могу что сказать по Флегиграду. Есть такой, ну, не написанный как бы закон, но все о нем работающие или связанные с флеги, все знают, что если Флегиград и флегикасса, то есть страховая компания, то они дают всегда на один флегиград, как правило, выше, чем если это делает социалаут. Ну, я не знаю, как это можно объяснить. Вообще в законе написано, что это на самом деле книга законов 12. То есть книга законов, в которой описаны законы по уходу, это, и, которая осуществляет, которая оплачивает страховые кассы, это книга законов 11. А книга законов Хильфе Цупфлеге, то, что многие из нас или из вас тоже имеют, это 12-я книга законов. Так вот там написано, что она приравнивается полностью к 11-й книге, то есть книге законов по страхованию, когда оплачивают кассы, что там должно быть все идентично. На самом деле есть нюансы. И по ходу я на каких-то остановлюсь, а какие-то это просто неписанные законы, потому что социалам стоит на страже налогоплательщиков. Денег в немецких социальных кассах, как вы уже, наверное, наслышаны, становится все меньше, и подходы становятся все строже. Поэтому, хотя должно быть все одинаково, но есть какие-то нюансы, на которых я позже остановлюсь. Вот. Ну, давайте дальше. Стоп, Сейчас стоп, я стоп. опять... Пока Да, вопрос да, прилетел от Александра да. по поводу как раз Флегиград. Мгм. Кто дает, как получить этот Флегиград? Ты ответила или надо еще что-то добавить? Давайте я добавлю. Как получить флегиград? Надо поставить антракт, то есть надо написать заявление. В зависимости от того, сколько... Мы сейчас говорим о параграфе 24. Давайте определимся так, потому что пути получения града для людей со статусом беженцев в Германии – это один путь, для других людей это другой путь. Тогда, если мы говорим о людях с 24 параграфом, которые получают деньги от джоб-центра и прожили или были застрахованы в медицинской кассе больше 2 лет, этим людям нужно писать заявление в свою кассу страховую, медицинскую. Да, во всех кассах на их страницах есть формуляры заявления, их заполняют, отправляют в кассу. Это называется антрак auf Pflegeleistungen. А люди, которые получают деньги от социаланта, живущие здесь на 24 параграфе, им необходимо ставить антрак в социаланте. И это тот же формуляр, который вы заполняли, когда вообще ставили антрак на деньги в социаланте, на выплаты социальные. Это тот же самый формуляр, просто там нужно указать, что вы ставите антрак на Hilfe zur Pflege. И это следующий, тянется гораздо дольше, как правило, но дальше происходит практически то же самое. Приходит человек, приходит Begutachter-эксперт, который изучает ситуацию на дому, который проводит экспертизу и пишет свои выводы.
И в случае, если это заявление было поставлено в страховую компанию, значит, он свои выводы отправляет туда. Если от социалам, то в социалам. И он рекомендует Флегиград. Он говорит, я считаю, что человек вот выполняет все критерии на такой-то Флегиград, и я основываюсь на следующем. И там 10-15 страниц этого описания, и там он четко расписывает, как высоко поднимаются руки, как движется человек, насколько он может нагнуться вниз или поднять голову вверх и так далее. И уже касса или социалам на основе этой экспертизы принимают решение о назначении града. И деньги тогда уже платит касса или социалам, в зависимости еще раз от того, куда мы писали заявление. И вот там уже начинаются нюансы. И какие деньги выплачиваются, что мы просили, вот об этом я сейчас хочу сказать. Значит, мы могли просить так называемые Pflegesachleistungen, то есть мы хотели сказать, что мы хотели попросить помощь фирмы, и тогда это одни деньги, вот они у вас на экране, или были у вас на экране. Я не знаю, вы видите сейчас экран, Олег, вы видите презентацию? Нет? Я вижу. Ага. Ну вот, значит, вы видите эти деньги, которые платят. Это деньги, которые выплачиваются кассам, фирмам от касс в соответствии с Флегиградом. И это так называемая тайль-каска страхования, то есть вот есть сумма на определенный град, определенная сумма, и все, что выходит за рамки этой суммы, это приватные счета. Но, опять-таки, есть нюанс. Если человек не в состоянии это оплатить сам, и человек живет на Grundsicherung im Alter или на Bürgergeld, то есть на выплаты социальные, а денег от страховой кассы не хватает на все, что, по вашему мнению, необходимо человеку, тогда можно опять-таки писать заявление в социаланд, опять придет эксперт, и если они скажут, да, там необходима еще дополнительная помощь, а денег с кассы не хватает, то опять включается социаланд, и идут уже доплаты социальные. То есть комбинация касса плюс социаланд тоже возможна. У нас Саша, еще поднятая какой-то? рука, да. Да, Александр, Олег, да. пожалуйста. Да. Я, может, забегаю вперед, может, ты будешь об этом говорить. А как вот, я исхожу из своего личной, так сказать, ситуации. Вот по большому счету основная задача, это было бы неплохо в Tagesflege, так сказать, разместить клиента. Это для этого надо то же самое, этот же путь пройти, все равно сначала град какой-то получить. Одновременно, Саша, одновременно нужно ставить антрак, одновременно, если это в социаланд, я так понимаю, что это в случае твоей мамы социаланд, то вот этот формуляр, который ты заполнять должен, когда ты ставишь антрак на Hilfe zur Pflege, там внизу можно дописать так, плюс Tagesflege, и сразу написать там 3 дня или 4 дня или 5 дней в неделю, а уже эксперт, когда придет на месте, он будет проводить экспертизу, исходя из того, что есть желание посещать Tagesflege тоже. То есть это надо обязательно указывать сразу. Или потом придется пройти этот путь сначала. Понял, ясно. Дальше, да? Сейчас. Так. Это мы поговорили о тех деньгах, которые платят фирмам. Но в основном из тех, кого я знаю из своего чата или кто ко мне обращался, они все ставили антрак на так называемый Pflegegeld. Что такое Pflegegeld? Это вот денежная выплата для самостоятельно организованной помощи по уходу. Очень важно, выплачивается она напрямую тому, кто нуждается в уходе. Выплачивается она всегда на месяц вперед. Необходимо проходить так называемые Beratungsgespräche, консультации такие, то есть нужно заключать договор с фирмами, которые будут приходить в зависимости от града 2-3 раза
в год или там 4 раза в год, в зависимости от какого. Вот 4-5 град раз в 3 месяца, 1-2 град раз в полгода, вернее, 2-3 град, извините, раз в полгода. Это обязательные такие консультационные посещения специалистов, которые должны проследить за тем, что уход осуществляется правильно, и они приходят не с целью что-то там увидеть плохое или так далее, они приходят с целью вам помочь и рассказать, как надо. То есть этих посещений абсолютно не надо бояться, но я бы советовала вам к ним готовиться, потому что люди, которые приходят к вам на такие консультации, они специалисты, и они могут вам многое подсказать. Они знают, какие средства помощи существуют, где можно, может быть, облегчить ваш труд по уходу за вашими родными. И платят эти деньги, еще раз, людям, которые нуждаются в уходе. И они должны и платят эти деньги для того, чтобы они этот уход организовали себе самостоятельно. Это могут быть соседи, родственники, еще кто-нибудь. Но эти деньги – это не зарплата ничья. Это деньги выплачиваются непосредственно тому, кто нуждается в помощи, для того, чтобы он организовал себе эту помощь сам. Так, Александр все руку Да. держит. Да, Александр, я слушаю. Спасибо. Флегигельд, это тоже, я так понимаю, гипотетически можно получить их, только, опять же, сначала получив флегиград. И тоже параллельно. Вот когда вы ставите антракт на Хильфе цу Пфлеге, вы сразу говорите, вы хотите помощь фирмы, или вы хотите Флегигельд, или вы хотите и то, и другое. Это все одно и то же. Это один и тот же путь. Когда вы ставите заявление или антракт на Хильфе цу Пфлеге, то есть на присвоение града, в этот момент решается, что вы хотите. Вы хотите получать деньги, вы хотите получать помощь фирмы, или вы хотите комбинированную помощь, то есть и то, и другое. С этим ясно. Да. А еще такой вопрос. Ко мне, так сказать, обратился один человек для того, чтобы показывать ему вот такую вот помощь. Он мне сказал, что вот у него как раз вот эти вот флегигельд есть. Я вот не понимаю, я имею право или не имею права ему помогать, и, наверное, я так уже логически рассуждаю, наверное, даже если имею право, то мне потом тогда надо, наверное, как обязательно делать этот, господи, отчет. Нет, абсолютно. Эти деньги нет. Это деньги, которые... Нет, вот в размере флегигельд, пока ты ухаживаешь только за одним, скажем так, человеком, и ты ухаживаешь не больше 30, по-моему, часов в неделю, я сейчас позже придем мы к этому, то это не считается Erwerbstätigkeit. Это не считается, работая, попросту говоря, да, это не считается доходом. То есть ты имеешь право ухаживать за этим человеком, как флегеперсон, и он может расплачиваться с тобой этими деньгами, и ты абсолютно никаким образом не должен их никуда показывать или еще что-то. Ну, это же, ну ладно, конечно, как-то сам, потому что это все-таки доход, а государство всегда хочет видеть все доходы. И одно дело, ладно, у меня есть работа, там, Vollzeit или Teilzeit, и, в принципе, этот объем денег попадает 100% под мини-джоб, там, еще как-то можно понять. Но если я на джоб-центре, то это точно мой доход, так сказать. Нет. Точно должен его показать. Флегигельд не считается доход. Нет, пока это... Я же тебе говорю, смотря сколько часов в неделю ты там занят. И...
Речь идет И там, в моем случае, буквально о нескольких часах, то такое, да, буквально Нет, типа это не 6 часов. считается Erwerbstätigkeit. У меня там, по-моему, ниже есть информация по этому поводу. Если я такой слайд не сделала на эту тему, то я разъясню, значит, устно. Нет, доходы тогда, когда ты Erwerbstätig. Что такое Erwerbstätigkeit? В нашем случае это уход больше, по-моему, 30 часов в неделю, больше 8 часов в день, или если ты ухаживаешь за 2 такими людьми, тогда да, тогда это Erwerbstätigkeit. Я Если понял, это то есть один такой человек, это отдельная, да, помощь. как бы статья, да, Да, абсолютно, имеет да, свои да, законы. Ну, я обнаглею заодно, так сказать, да, еще давай. дополню этот вопрос. И я, ну, я еще никаких согласий, ничего не давал, но Мгм. этот человек является клиентом фирмы, на которой я работаю. И я так подозреваю, что, наверное, это неправильно, или нельзя. Почему можно? А почему нельзя? Что тебя останавливает? Фирма получает свои деньги. Если этот человек хочет частным образом организовать себе помощь без фирмы, это его право, это его деньги. Вот смотри, вот в этой фолии, в этом слайде, который сейчас стоит на экране, вот посередине квадратик. Пособие по уходу предназначено для того, чтобы человек, нуждающийся в уходе, мог предоставить членам семьи, спутникам жизни и другим лицам, осуществляющим уход, материальное признание за уход и поддержку, предоставляемые на дому с большой самоотдачей и жертвенностью. Это и тебе дословно закон. Понятно. А Хорошо, у твое меня мнение, мне предложение. работодателю надо сказать об этом или не надо? Секундочку, мы сейчас, Да, давайте отложим это на Да, конец извините, вебинара. да, да, да. Для я в меня это сторону тоже ушел. удивительно слышать, что это не надо, не является доходом, и в связи с этим непонятно, работодателю надо или не надо. Я просто тогда скажу свои соображения и за, и Да, против, что как это говорится, не все так однозначно. Это тот классический случай. да, Давайте сейчас продолжим вебинар тогда, хорошо? Мы да. вернемся в конце. Хорошо. Я хотела еще вот то, что на этом слайде, я считаю важным сказать, потому что многие здесь родители с детками, которые требуют ухода. И тоже у меня были вопросы, что вот если ребенок там находится в школе или в каком-то там еще учреждении, а как же флегегельд? Так вот, следующее предложение или следующий тезис на этом слайде, что если учащиеся, которые нуждаются в уходе, размещаются в учреждениях интерната, но не стационарных домах инвалидов, а именно когда ребенок живет там несколько дней или он утром туда едет, а вечером возвращается домой, то деньги по уходу, то флегегельд тоже сохраняется. В этот период можно предположить, что фокус на уходе на дому будет сохранен. То есть они будут, эти детки, дома купаться или там еще что-то. То есть уход в домашних условиях продолжается, поэтому флегегельд продолжают выплачиваться в этом случае. По поводу того, что флегегельд могут выплачиваться как вознаграждение для тех, кто вам оказывает помощь, мы тоже с вами уже сказали. Но что человек, который получает этот флегегельд, он обязан организовать свою помощь так, чтобы все условия, которые необходимы для жизни, для его ухода, соблюдались. Вот. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Когда сокращаются выплаты флегегельдов? Флегегельд сокращается в том случае, если мы будем пользоваться или мы будем просить кого-то третьего, который будет нас замещать в случае, если у нас отпуск, или мы заболели, или еще что-то, то есть такая статья, как Verhinderungsfliege или Kurzzeitpflege называется. В таких случаях флегегельд сокращается наполовину. Но тут есть опять-таки но. Во-первых, эти деньги, мы поговорим об этом еще позже, то есть первый и последний день,
когда человека отвозят в какое-то стационарное заведение, где будет осуществляться Kurzzeitpflege, в то время, когда Pflegeperson не сможет ухаживать за человеком, то первый и последний день деньги сохраняются полностью, а остальное время в течение 8 недель мы можем пользоваться этой услугой, Pflegegeld сокращаются наполовину. Давайте мы, наверное, пока посмотрим дальше и разберем остальное в рамках того, когда мы будем разбираться, что же такое Verhinderungspflege, что это за деньги, сколько их и для чего их дают. Так вот, и что такое Verhinderungspflege? Verhinderungspflege – это уход на время замещения. За человеком, давайте возьмем конкретный случай. Есть мама и есть дочь. И дочь ухаживает за мамой. Но случилось так, что дочери нужно самой лечь в больницу. Ну или давайте возьмем более позитивный вариант. Ей нужно поехать в отпуск, отдохнуть в любом случае. И на это время она просит кого-то третьего, чтобы он ухаживал за ее мамой. Или есть еще один вариант. Она просит какое-то стационарное заведение, скажем, Pflegeheim, Altenheim, то есть дом для престарелых, дом для инвалидов, взять ее маму на 2-4 недели, 6 недель, сколько надо, пока она будет занята. И вот на такое замещение ухода с 1 июля 2025 года дается бюджет 3539 евро в год или 56 дней, 8 недель в году. То есть замещение ухода может осуществляться до 56 дней в году, и на это выделяется до 3539 евро в год. Что важно знать здесь? Важно знать, что эти деньги можно использовать как полностью, так и частично по часам и дням. То есть не обязательно брать сразу 8 недель или там даже 2 или 3 недели, а можно 2 раза в неделю, скажем, мне нужна замена, потому что, или там 3 раза в неделю, потому что я хожу на вечерние курсы, и мне не с кем оставить мою маму, мне нужно 3 раза в неделю по 3 часа. И так тоже возможно. Допустим, можно сказать, хорошо, я 2 недели поеду в отпуск, я хочу в это время, чтобы моя мама жила где-то, где за ней 24 часа в день смотрят, в сутки смотрят, а когда я вернусь, мне достаточно будет, когда меня кто-то будет замещать по 3 часа, 3 раза в неделю, пока я хожу на курсы. То есть комбинирование вот Kurzzeitpflege – это уход в стационаре с вот таким замещением на дому каким-то знакомым или родственникам, он тоже возможен. То есть есть вот такая кастрюля, в которую положили 56 дней и 3500 евро, и сказали, вы можете оттуда брать потихонечку, так как вам удобно. Какие есть возможности, мы еще чуть позже посмотрим. То есть что такое Verhinderungspflege? Это временный уход, когда основной ухаживающий человек не может ухаживать. Отпуск, болезнь, личные дела. Вот здесь, кстати, сразу есть отличие между кассами и социалантом. То есть в социаланте тоже можно заказать или можно получить вот такие деньги на уход на время замещения. Но социалант надо заранее расписать конкретно, почему, как, кто это будет осуществлять и так далее. И социалант будет это проверять и, соответственно, переводить деньги тому человеку или в то заведение, которое вы для себя выберете. Вот если, допустим, в кассах можно вот этот Verhinderungspflege в течение 4 лет, rückwirkend, то есть назад заказать, написать заявление, что 2 года тому назад я ездила в отпуск, в это время вот этот человек ухаживал за моей мамой, он мне помогал. То в социаланте
такое невозможно. В социаламте вы должны или заранее, или если случается какой-то острый случай, допустим, человек попал в больницу, и на это время ему нужно, то как только он придет в состояние, когда он сможет действовать, он должен поставить социаламт в известность, что вот есть такая необходимость и так далее. То есть вот тут уже начинаются нюансы, разница касса социаламт. Здесь вот в этом Verhinderungsfläche, давайте я уже так и буду ее называть, как она называется, Verhinderungsfläche, есть две такие, или, скажем так, есть разница между тем, кто вас замещает. Кто может вообще ухаживать? Могут ухаживать кто угодно, знакомые, соседи и так далее, и могут ухаживать родственники. И вот здесь разница есть большая между тем, ухаживают ли родственники или ухаживают не родственники. То есть не родственники или родственники выше второй степени родства, что это такое, я вам позже скажу, расходы покрываются полностью в пределах назначенной суммы, то есть 3539 евро в год. Родственники до второй степени родства или те, которые проживают вместе в одной квартире и оказывают помощь непрофессионально, то расходы на эту помощь на целый календарный год не могут превышать сумму флегегельдов за 2 месяца. Вот еще до 1 июля 2025 года это было 1,5 месячных флегегельд. С июля 2025 года это сейчас флегегельд за 2 месяца, в зависимости от флегеграда. Кроме этого, флегекасса и социаламт могут взять на себя расходы, который человек, который будет ухаживать вместо вас, должен понести в связи с тем, что ему надо, допустим, приехать туда, где нуждаются в его помощи. То есть там расходы на проезд, допустим. Эти деньги возмещаются дополнительно, но в рамках бюджета. То есть в рамках этих 3539 евро в год или 2-месячного флегегельд, соответственно, граду. Кроме того, то, что я говорила, во время вот этой Verhinderungsfläche флегегельд выплачивается половина. То есть их делят пополам. Если на второй град флегегельд 347 евро, то значит в то время, когда вы берете Verhinderungsfläche, вы будете получать половину флегегельд. И это до 8 недель в году. Если там нужна будет помощь вам больше 8 недель, то там будут уже включаться совсем другие механизмы, и, скорее всего, там получать вы вряд ли что-то будете. Но это в каждом конкретном случае решается конкретно, так и стоит в законе. Там может включиться социаламт и так далее, но это все по мере необходимости. Вот основное стоит, что до 8 недель в году, если вы пользуетесь Verhinderungsfläche, то в это время флегегельд выплачивается половина. Что такое родственники первой степени и второй степени? Первая степень родители, дети, включая приемных. Вторая степень бабушки, дедушки, внуки, родные братья, сестры. И прошу обратить внимание, что считаются родственники не только ваши по крови, но и те, которые вы имеете в связи с вашим браком. Это называется Verschweigert здесь в Германии. Ну, например, зять, теща, тесть, я не знаю, брат жены и так далее. То есть те родственники, которые вот бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры, включая бабушек, дедушек, внуков, родных братьев и сестер вашего мужа или вашей жены, скажем так. Ну вот, тут есть пример такой. Он тоже прямо описан так в книге законов, я его так оттуда и взяла. Вот у нас есть ситуация. Опекун человека с потребностью ухода, то есть флегеград 2,
отсутствует с 4 июля по 9 июля 6 календарных дней с 8 до 17 часов, 9 часов в день. В это время уход осуществляет дочь, не проживающая вместе с подопечным, и она осуществляет уход 7 часов. И у нее есть задокументированные расходы в размере 120 евро на проезд, скажем так. Как рассчитывается Verhinderungsfläche в этот момент? Покрывают расходы на заменяющий уход в размере 120 евро. Это на проезд. Кроме того, максимально возможна сумма для родственников до 2 степени, а она у нас родственница до 2 степени. Значит, размер флегегельд, двойной размер флегегельд 694 евро. Это максимум, что человек может получить на Verhinderungsfläche. И 120 евро в пределах лимита, это на проезд. И вот рассчитывается выплата флегегельд. С 4 по 9 Verhinderungsfläche. И флегегельд рассчитывается, соответственно, за 2 дня 4 и 9 полностью, за остальные дни половина. Здесь считается, что если флегегельд берется за месяц, если нужно посчитать, сколько флегегельд на 1 день, то коэффициент берется 30 дней в месяц считается. И, соответственно, расчет 4 и 9 июля за эти 2 дня флегегельд в полном объеме, с 5 по 8 июля это половина флегегельд, вот за это время выплачивается столько флегегельд. Они высчитываются из годового бюджета, 120 евро высчитывается, соответственно, секунду. Вот здесь уже я вижу ошибку, потому что здесь считается вот годовой бюджет 3530. Нет, ошибки никакой нет, все правильно. 3539 у нас есть годовой бюджет. Из него вышли 120 евро затраты для замещающего ухода или курцатфлеги. И поскольку опекун отсутствует после 8 часов в день, засчитывается 6 календарных дней. То есть из 56 дней допустимых у нас остается 50 дней еще. То есть мы имеем право еще воспользоваться Verhinderungsfläche на 50 дней в году и на бюджет 3419 евро в случае, если в следующий раз Verhinderungsfläche будет осуществляться не родственником, а посторонним человеком. И в это время сам человек получал половину своих флегегельд. Если что-то непонятно, спрашивайте. Достаточно запутанная история. Если у кого-то есть какая-то своя собственная ситуация, давайте ее разбирать. Так будет проще. Я просто еще хочу здесь сейчас прокомментировать, что если человек, который постоянно ухаживает за нуждающимся в уходе, ограничен менее 8 часов в день, то есть вот скажем, когда нужно помочь человеку ухаживать за его мамой, давайте возьмем дальше. Дочь и мама живут в одной квартире. Вот дочь ходит на курсы вечером, 3 часа в день, 3 раза в неделю. На это время ей нужен помощник, который будет ухаживать за ее мамой. Дочь отсутствует дома, то есть она не может выполнять свои обязанности флегеперсон 3 часа в день. Значит, если мы возьмем на это время кого-то третьего, то эти дни из общего объема 56 дней в году не выпадают. Вот этот лимит в 56 дней остается, потому что флегеперсона ограничена не целый день, а всего 3 часа в день. И поэтому я всегда говорю, что если есть возможность, то лучше брать вот эту Verhinderungsfläche почасово, потому что у вас тогда всегда еще остается на какой-то крайний, не дай бог, случай, больница, я не знаю, реабилитация, еще что-то, у вас эти дни остаются.
С чем я сейчас очень часто сталкиваюсь, это с тем, что я уже говорила, с обналичиванием вот этой Verhinderungsfläche. То есть есть такие дельцы, которые говорят, можешь переводить на меня, отдаешь мне 600 евро, а я тебе, значит, я тебе деньги, которые мне заплатила касса. Вот я всегда говорю, ребята, не надо играть в эти игры, во-первых, потому что, ну, это наказуемо, вот, уголовно. А во-вторых, потому что вы не знаете, что может случиться завтра. И вы останетесь без помощи. И если вы хотите реально даже эти деньги, я не знаю, потратить на отпуск, то вам все равно нужен человек, который будет помогать, ухаживать за вашей мамой в это время, во время отпуска. Вам все равно придется кому-то заплатить эти деньги. Так сделайте это официально. Не надо играть ни в какие игры. Не обналичивайте, пожалуйста, этих денег, потому что это все очень сложно. А эти деньги можно получить совершенно легально. Если, допустим, дочка, которая живет с мамой, хочет уехать в отпуск, и на это время ее заменит ее брат, то он совершенно официально может получить за это деньги. И это нормально в Германии. Поэтому еще раз вас прошу, не играйте ни в какие такие подозрительные дела. Можно я добавлю еще? Да, конечно. Мы это, когда у нас были запытая Витрила, мы эту тему обсуждали и поднимали. И поэтому я дополню и повторю еще раз, насколько опасно в это играть. Во-первых, представьте себе, если это всплывет, а 24-й параграф рано или поздно закончится, и вам захочется какой-то вдруг другой параграф, чтобы остаться в Германии. А тут такая вот неприятная история, вот, то, что вас поймали с таким делом. Это шансы очень резко снижает. А по поводу дельцов, еще второй фактор, это второй фактор риска. Вы же понимаете, что они как бы так работают не только с вами, а с большой кучей людей как бы работают, общается. И вот представьте себе, как только их где-то поймают с одним человеком, сразу будет проверка, а кто еще, то есть на кого еще оформлялись деньги, и к вам придут. То есть поймали не на вас, я не знаю, такая немножко аналогия. Помните, как когда боролись с венерическими заболеваниями, там просили избегать беспорядочных связей. Так вот эти дельцы, они как раз ведут беспорядочные связи, и рано или поздно они где-то на этом как бы прокалывают, и потом это накрывает всех остальных. Причем всех, кто был до, и всех, кто будет после. Так что имейте это в виду и избегайте даже просто из соображений, что очень высокие риски попасться. Да. Я хотела еще сказать, что нюансов вот в этой Verhinderungsfläche на самом деле очень много. И поэтому, если у вас какие-то есть ситуации на практических примерах, пожалуйста, задавайте, я объясню. Допустим, прямо в самом разъяснении к закону написано, что если вы передаете уход на время вашего отсутствия в руки родственников, то бывает даже просто невыгодно подавать на Verhinderungsfläche, потому что за счет того, что бюджет маленький, всего двухмесячный Pflegegeld, а Pflegegeld основной самого человека, который нуждается в уходе, сокращаются в половину, то бывает просто невыгодно ставить антраг на Verhinderungsfläche, а просто продолжать дальше получать свой Pflegegeld. Да, и, кстати, об антраге. Как получить вообще эти деньги? Как получить Verhinderungsfläche? Нужно, опять-таки, ставить антраг, как все в Германии. Это у касс есть свои формуляры, у каждой кассы свой собственный формуляр. И в этом формуляре вы должны указать, каким образом вы хотите получать помощь. То ли это действительно 2 недели человек с утра до вечера, то ли это, вот как я говорила, несколько часов, несколько раз в неделю. И кто будет осуществлять этот уход? В какой родственной связи он состоит или не состоит с этим человеком?
И приблизительно какую сумму вы хотите этому человеку возмещать, нужно ли возмещать ему проезд и так далее. Кассы говорят, что они смотрят приблизительно, чтобы это соответствовало по часовой оплате в сфере ухода. То есть если вы будете платить необученному человеку, напишите, что вы хотите ему платить 30 евро в час, то кассы, может быть, еще и согласятся. У них есть бюджет, и им все равно. Выше бюджета они не пойдут. А вот социалам задастся вопросом. Социалам будет рассматривать, насколько необходимо ферхиндерунсфлеги, насколько соответствует оплата предоставляемым услугам и так далее. Социалам там вообще очень все сложно, как всегда, и они будут смотреть целесообразность этого. Так вот, заполняется антрак, опять-таки, кто будет, как, каким образом, в каком объеме и так далее. И бывают случаи, как я вам уже сказала, что просто даже невыгодно ставить антрак на ферхиндерунсфлеги, если вас будут замещать родственники. Выгоднее всего, конечно, это почасовая, то есть когда не подряд там 2-3 недели, а вот когда это несколько часов в неделю, причем, допустим, мы скажем так, у человека там 3 месяца курсы, 3 раза в неделю по 3 часа, и это где-то 12 недель, в неделю получается там 10 часов, чтобы нам было проще считать, 120 часов нужно оплатить. Возьмем среднюю оплату труда в нашей сфере, там, скажем, 15 евро в час, если это как Эренамплих. 120 часов на 15, это где-то, грубо говоря, там 1500-1700 евро вы потратили с ферхиндерунсфлеги. У вас в бюджете осталось еще около 2000 на этот год, и у вас осталось еще 56 дней, которые вы можете использовать, потому что ни один из этих дней вы не потеряли, так как уход осуществлялся только почасово. В разных ситуациях есть разные возможности оптимально использовать эту помощь, поэтому... Еще раз говорю, если есть какие-то конкретные ситуации, я готова их обсудить. Закон этот поменялся сейчас с 1 июля 2025 года. До этого было все немножко по-другому, и срок был не 8 недель, а 6, и денег было меньше, и распределялись они по-другому. То есть кое-что, конечно, многое для меня тоже новое, и если что, будем разбираться вместе. Так, я вижу вопрос в чате, сейчас я его прочту. Кто дает, это мы уже разобрали, да, Саша, Да. вопрос. Скажите, пожалуйста, если уже есть град-1, но уже прошло 4 месяца, состояние ухудшилось, речь о паллиативе, когда я могу подать на пересмотр? Вы можете подать на пересмотр, нету сроков, состояние ухудшилось, вы можете подавать на пересмотр, безусловно. Даже спустя 2 месяца, спустя 2 недели. Ситуация, человеку дали флегиград-1, все было хорошо, человек спотыкается, падает, ломает шейку бедра, у него хоспиталь-синдром, он приезжает с больницы, плохо ходит, абсолютно дезориентирован. Естественно, спустя 2-3 недели уже можно подавать на ухудшение ситуации. Так, давайте посмотрим, что я вам хотела еще сказать, и потом... Мы уже, в принципе, это все разобрали, примеры более-менее мы тоже разобрали. Теперь еще о том, какие льготы или какие преимущества имеют люди, которые ухаживают за своими родными. Так называемые pflegende Angehörigen это называется. То есть члены семьи, которые ухаживают за своими родными. Есть такой закон, который позволяет, тут как-то так не очень хорошо виден слайд, секунду. Вот, это называется закон об отпуске по уходу. Pflegezeitgesetz по-немецки это называется. Люди, которые ухаживают за своими родными, имеют право на краткосрочное отсутствие на рабочем месте до 10 рабочих дней для организации ухода
или даже до 6 месяцев для ухода за близким родственником, нуждающимся в уходе. При определенных условиях. Этот человек должен работать на предприятии, в котором работает больше, чем 15 сотрудников. Это для полугодового отсутствия на работу. Вы должны работодателя минимум за 8 недель предупредить письменно, и зарплата не выплачивается автоматически дальше. То есть есть какие-то огромные, наверное, фирмы, я, правда, не встречала, которые продолжают выплачивать зарплату, но, как правило, этого не происходит. Человеку разрешают остаться дома, поскольку это стоит в законе, но зарплату не выплачивают, и тогда включается система компенсации. Вы можете заместить это Verhinderungsfläche, то есть вот теми самыми деньгами, о которых я говорила, 3539 евро в год. Если вы заменяете основного ухаживающего, или вы близкий родственник, и уход осуществляется дома. То есть если человек, который нуждается в уходе дома, а не в каком-то флегехайме и так далее, и вы заменяете основного ухаживающего, и вы близкий родственник, то вам на время вашего отсутствия на работе можно выплачивать тоже через Verhinderungsfläche деньги, которые вы теряете в зарплате. Ну, про то, что Verhinderungsfläche, возможно, почасово я уже говорила. И если уход длится не менее 8 часов, засчитывается только по сумме, не по дням. Мы об этом с вами тоже говорили. И говорила о том, что бывают ситуации, когда проще Verhinderungsfläche не ставить антракт на нее и не получать. И если вы, допустим, дни ухода уже использовали, 56 дней вас не было на месте, и кто-то вместо вас ухаживал, но деньги еще остались, то эти деньги можно вот использовать для почасового ухода, так как я говорила, 3 часа в день, 3 раза в неделю и так далее. То есть деньги можно использовать до конца. Вот. Ну, на этом здесь все. Что я еще хотела вам рассказать? У меня часто возникают вопросы по выплатам в пенсионный фонд для тех, кто ухаживает за своими родными. Я поинтересовалась тоже этим вопросом, я никогда об этом не задумывалась, честно говоря. И даже вот такую книжицу себе заказала в Deutsche Rentenversicherung по тому, как выплачиваются, какие выплаты бывают в пенсионный фонд для тех, кто ухаживает за своими родными. Я сразу оговорюсь, что для тех, кому Pflegegeld платит социалант, к сожалению, никакие выплаты в пенсионный фонд не происходят. Единственное, что предлагает Rentenversicherung, они предлагают спросить у вашего социаланта, а вдруг у них есть какие-то программы, по которым они найдут возможность что-то там, куда-нибудь там вплатить. При каких условиях родственникам, которые ухаживают за своими родными, выплачиваются деньги в Rentenversicherung, в пенсионный фонд? Они выплачиваются при условиях, что уход за родственником происходит дома, и что этот уход не менее, одну секундочку, не менее 30 часов, правильно, не менее 30 часов в неделю должен происходить этот уход, и не менее двух раз в неделю. Я себя проверяю. И человек не должен работать больше 30 часов в неделю на какой-то работе. И уход должен осуществляться не менее 2 раз в неделю и не менее, по-моему, 10 часов. Секундочку. Я сейчас уточню. Человек должен жить в Германии.
иметь здесь статус проживания, разрешение на проживание. Не работать более 30 часов в неделю на обыкновенной, ну, на какой-то работе, не быть занятым. Да, и флеги должна происходить не менее 2 раз в неделю и не менее 30 часов в неделю. Секунду. Да, не менее 30 часов в неделю, не менее 2 раз в неделю. И уход должен быть за человеком, флегиград от 2 до 5. Я вам уже говорила, что все законы, которые мы будем обсуждать, они работают для людей, которые имеют от 2 до 5 града. Нет, вот точно, я нашла, я сомневалась, нашла. Значит, уход должен быть не менее 10 часов в неделю и не менее 2 раз в неделю. Тогда происходят выплаты в пенсионный фонд для родственников. В случае, если вы получаете деньги на флеги или какие-то услуги по флеге от кассы, от страховой кассы. Как рассчитываются эти выплаты? Тоже очень сложная схема, зависит от того, получаете вы только флегигельд, или вы пользуетесь услугами фирмы, или у вас комби, ляйстунг и так далее. В зависимости от этого начисляются выплаты. И вот здесь, в этой книжечке, я прочла, что, допустим, вот есть такой хороший пример, чтобы вы понимали, о чем речь. Во-первых, это время, да, оно учитывается в так называемой Wartezeit, то есть или Grundrenteversicherungszeit, то есть как в общий стаж. Помните, как у нас было в Советском Союзе? Есть общий стаж, есть рабочий стаж. Так вот, это время, когда вы ухаживаете за своим больным, за своим родственником, если вы поставили антрак в кассе на выплату денег в пенсионный фонд, он вам засчитывается. И вот если вы ухаживаете за своим родственником 2 флегиграда, то вам, если вы выполните все остальные условия на нормальную пенсию, там стаж, по-моему, на сегодня 45 лет в Германии, 45 лет рабочего стажа, когда выплачены какие-то деньги в пенсионный фонд, при всех этих условиях, если вы ухаживали за родственником со 2 флегиградом, то и флегикасса за вас осуществляла выплаты в страховой фонд, то в месяц вам это добавит 9,60 евро на пенсию. Саша, у тебя вопрос, я вижу. Да. Одну секундочку. Маленькое объявление, у меня тут свои отношения с Ютубом. Там тоже пошли вопросы. То есть вопросы есть, а лайков нет. Стоит единственный лайк от меня. Ютуб, я вас буду шантажировать. Вопросы начну передавать только когда увижу лайки. 2 человека задали вопрос, 2 лайка увижу, передам вопросы еще. Ну, а как, если вы не можете такое... Какой ты прагматичен. Люди стараются, но надо хоть какое-то уважение проявлять к работе. Так что вот так, извините. Все, Александр, пожалуйста. Да, Саш. Угу. Так, вопрос, может быть, немножко странный будет. Мне интересно... Если я работаю в этой сфере, то могу ли я еще где-то работать как фрайвиллига, как волонтер? И где, ты можешь подсказать, где можно искать такую работу, которая, причем, чтобы потом этот, работодатель, можно условно сказать, мог потом подтвердить официально мою работу als фрайвиллига? Саш, такие вещи делает, допустим, МХХ, у них называются зеленые дамы. Они в таких зеленых халатах ходят. То есть это делают любые организации, вот штифты там, допустим, Яковеры. То есть это какие-то организации, которые гемайннутзige, как бы, Олег, как это перевести? Как это? Общественно полезные, да. Вот эти штифтунги большие, допустим, это МХХ, это
Яковыры, это Юанита, это все учреждения, которые относятся к этой системе, к Красному Кресту, к Юаните. Особенно Красный Крест много этим занимается. Ты можешь написать там Bewerbung, что ты хочешь заниматься ehrenamtlich, или ты можешь прийти в любую больницу, или ты можешь прийти в дом для престарелых и сказать, что ты хочешь вести ehrenamtliche деятельность. И они тебе скажут, как у них в этот момент, есть ли у них какие-то вакансии, чем они занимаются. Но этим занимаются большие организации, которые имеют у себя под собой много разных там домов для престарелых, может быть, С там этим я детских понял, садов. хорошо. А, например, на вашей фирме я могу прийти и сказать, что я хочу Нет, у вас? Нет? мы приват-триггеры, мы не имеем права. Мы же работаем, мы же коммерческая как бы организация, и мы не имеем права использовать общественно полезный труд. Ясно, Мы не имеем спасибо. права. Пожалуйста. Когда Витрила станут Феррайном окончательно, приходите в Витрила. Да. Вот. Хорошо, у нас 2 вопроса. У нас уже Да. сразу 7 лайков на Ютубе. 2 вопроса. Спасибо. Да. Вот, сейчас вопросы читаю. У моей мамы 3-й флегеград. Я ухаживаю за ней 1,5 года. Деньги платит социал. Думаю об отпуске на 3 недели и хочу понять систему. Замечательно. Вы пишете в Социаланд, что вы вот только в отдел Hilfe zu Pflege, вот в тот отдел, откуда вы получаете, или ваша мама получает Pflegegeld. Вы ставите антраг, вы можете просто в свободной форме написать сначала, что hiermit beantrage ich die Verhinderungspflege für Zeit meines Urlaubs, допустим, с по. И в зависимости от того, в какой социаламт вы обратитесь, вам пришлют их собственные формуляры, потому что в каждом социаламте они разные. И вот когда вы будете заполнять эти формуляры, если вам понадобится моя помощь, потому что это достаточно сложно и не всегда понятно и мне даже, вот вы можете обратиться ко мне в моем чате, я вам помогу, потому что, еще раз, каждый социаламт имеет свои собственные формуляры. И свои собственные вопросы они задают, там нету единой формы. И вот вам нужно в социаламт написать и сказать, что вы хотите в отпуск, и вы имеете на это право. И вам нужно тоже указать, кто вместо вас будет осуществлять уход. Это важно, потому что есть разница между тем, родственник или не родственник, как я уже объясняла. И они обязаны вам предоставить такую возможность, конечно. Причем раньше, вот в законе до 1 июля 2025 года было написано, что прежде чем поставить антраг на Verhinderungspflege, нужно, чтобы человек ухаживал за своим родственником не менее 6 месяцев. Вот сейчас такое ограничение даже сняли. Уже ограничения нет. Можно в любой момент ставить антраг на Verhinderungspflege. И хорошего вам отдыха. Конечно, после 1,5 лет надо отдохнуть. И еще один вопрос. Мы живем вместе с сыном. Ему 36 лет. 10 июля был специалист из флеги. Оценил состояние сына. В чем сын нуждается. Пока не получили ответ от ААК. Ждем. Я вообще не могу разобраться в этой сфере. Я от себя добавлю, 10 июля это 4 дня назад. То есть любого ответа ждать рано в любом случае. Да. Да. Да, а в чем бы вы хотели? То есть в 36, у вас есть сын, ему 36 лет, он нуждается в уходе. Приходил эксперт и сделал свое заключение и отправил в АУК. Сейчас, когда АУК получит эти документы, их обработают, они назначат вашему сыну какой-то флегеград. Но у меня теперь к вам вопрос. Вы какую помощь хотите? Вы хотите, чтобы к вам приходили специалисты и помогали вам ухаживать за вашим сыном? Вы хотите получать флегегельд для того, чтобы вам было проще организовать уход за ним? Деньги будет получать ваш сын, не вы. Это не зарплата. И это не какая-то профессиональная деятельность, которая освободит вас от претензий центра к вам, если таковые имеются. Но нужно понимать, какую помощь вы хотите получить по уходу за вашим сыном, насколько он сам нуждается в помощи. И если вашему сыну 36 лет, и он состоит на учете в джоб-центре,
тогда правильно вы послали запрос в АУК. Если ваш сын признан неработоспособным, и он получает выплаты от социаланта, то вы получите, скорее всего, отказ от АУК, с которым вам придется опять идти в социалант, и это продлится опять много. Но так как вы пишете, как я понимаю, что был уже эксперт, и он был от АУК, то, наверное, у вас будет работать страховая от АУК. Как долго в Германии? Можно Ну, задать видишь, вопрос? как это все идет в переписке. Светлана, а может, у вас есть возможность зайти на вебинар, и чтобы напрямую пообщаться с Ольгой? Вот. Ну, если Она Светлана... написала, я бы хотела, чтобы ухаживали другие. У сына когнитивные изменения, атрофия головного мозга. Он на джоб-центре. Ну, Ждите решения в кассе. Когда приходил специалист, вам нужно было сразу указать, наверное, вы говорили о том, что вы хотите, чтобы флегединст к вам приходил. А еще я бы вам посоветовала уже сейчас искать фирму, которая будет вам помогать ухаживать за вашим сыном, и ваша фирма поможет вам оформить все документы. Потому что если вам не хватит, как я уже говорила, тех денег, которые дает касса на флегиград, который присвоит вашему сыну, может быть, это будет 2 или 3, и денег будет не так много, потому что на сегодняшний день услуги фирм стоят дорого, и не потому что фирмы жадные, а потому что нас ставят в такие условия, то фирма, которая будет у вас работать, знает, как устроить так, чтобы подключить к этому еще социалам, чтобы ваш сын получал помощь в нужном ему объеме. Я бы вам советовала обязательно уже сейчас поискать эту фирму. Так, еще вопрос видела. так, я Светлане пока напишу, а то она спрашивает. Я сейчас дам вам ссылку в чате, чтобы зайти сюда в Google Meet. Вы по этой ссылке кликните и зайдете к нам. Угу. Так, у Татьяны вопрос. Еще хотела бы уточнить, должна ли я как жена иметь какую-то квалификацию, чтобы ухаживать за мужем или какие-то... Вы не должны иметь никакую квалификацию, но вы имеете право на бесплатные курсы от вашей страховой кассы. Я не знаю, если это АУК или это Барма, или... Они все предлагают курсы для Pflegende Angehörigen, это называется. Курсы für Pflegende Angehörigen. Они бесплатные, эти курсы. Это параграф 45 АСГБ 11. Они бесплатные, эти курсы. И есть очень... В ДАК тоже они есть, Тань. И бывают очень полезные, с очень хорошей информацией. Я вам рекомендую, зайдите на страницу вашей флегикассы ДАК и так и напишите, я вам сейчас в чат напишу, курсы für Pflegende Angehörige. Сделайте такой запрос. И посмотрите, что там есть. Они, правда, все на немецком языке, эти курсы. Я думаю, что там есть какие-то онлайны, может быть, с транскриптами, которые вы сможете переводить. Если вам нужна какая-то практическая помощь или вопрос в чем-то вы, может быть, практически, можете написать мне в личку, я вам отвечу, если в моей компетенции. Есть у нас еще вопросы? Так, вот, ну, Светлана зашла к нам. Вижу, да, я вижу, Светлана. Светлана, у Да. вас вопросы остались? Ну, только микрофон включите, если остались. Мы вас не слышим пока. Да. Добрый вечер, Светлана, да. Добрый вечер. Итак, вы да. хотели бы помощь профессиональную по уходу за вашим сыном, я вас правильно Я поняла? еще не могу определиться, понимаете? Дело в том, что я здесь с августа прошлого года вернулась к сыну. Значит, у нас очень сложная ситуация, у него не поставлен диагноз. Мы прошли уже несколько обследований, включая МРТ головного мозга. Я, извините, перебью вас только, Светлана. Вы учите, Да. мы в прямом эфире на Ютубе,
То есть вся эта информация идет как бы в открытом доступе, так что вы сами решаете, что раскрывать, что нет, окей? Нет, не хотелось бы, нет, в Понятно, в хорошо, общий эфир не хотелось бы, да. хорошо, ну у нас так. Хорошо, тогда мы с вами, вы мне тогда позвоните, нет, вы мне в Телеграме напишите, Мгм. завтра уже, я сегодня не успею, напишите мне завтра, может быть, вы можете сформулировать конкретные вопросы, и я с вами обязательно завтра свяжусь. Если надо, отвечу так, если нет, значит, мы с вами созвонимся, если что-то останется, чтобы не выносить все это в открытый эфир. Мне Да. только уточните, в каком городе вы живете. Анрёхте – это Северная Вестфалия, это маленький городок, но если, я не знаю, в каком вы городе, это между Ганновер. В Ганновере. между Падеборном и Зостом, вот в этом расстоянии. То Мгм. есть Хорошо, мы я едем- просто, да, я хотела уточнить, потому что я хочу посмотреть, какие там флегединсты работают, может быть, чтобы сразу найти людей, которые могут вам помочь. Вы, кстати, Хорошо. знаете, в каком чате Ольга? Вы флеги? Флеги, там телеграм-канал, да, я там Да, раньше... вот это о нем, да. Ольга там Да. админ, вы туда заходите, и там Ольга... И переходите в личку, да, и пишите свои вопросы или наговаривайте, я вам отвечу. А тогда. скажите, в котором часу можно завтра, чтобы я вас... Вы наговорите, как вам удобно, а я уже сориентируюсь, потому что я работаю, естественно, с утра, тоже с 9 утра, и я посмотрю, как по работе, как только я на это время, обязательно вам отвечу, с вами свяжусь. Да. Хорошо? Спасибо, благословение. Пожалуйста, Мгм. пожалуйста. Есть еще у нас вопросы? Тема очень обширная и очень запутанная. Когда вы возьмете в руки формуляр для того, чтобы поставить антракт на Verhinderungsfläche, о чем я сегодня говорила, у вас возникнет еще 1000 вопросов, я вам точно говорю. Что я еще хотела подчеркнуть, для чего вообще я затевала весь этот вебинар, что мне очень хотелось подчеркнуть, и те 1000 вопросов, которые я получаю, на которых я все время отвечаю одно и то же, я хочу вас еще раз очень четко произнести. Флегегельд – это не зарплата, это не деньги родственников и не деньги людей, которые ухаживают за своими родными. Флегегельд – это деньги, которые выплачиваются человеку, нуждающемуся в уходе, для того, чтобы он, сам этот человек, смог организовать помощь себе. И это его личное дело – потратить эти деньги на зарплату или на оплату, не так, на оплату труда тому, кто его помогает, или на то, чтобы купить себе, ну, я не знаю, лишнее какое-то средство, которое ему поможет за собой ухаживать самому, какую-то там щетку на длинной ручке, чтобы помыть себе спину, ну, грубо говоря, да. Поэтому уход за своими родственниками, даже 3-го града и даже 5-го града, не освобождает человека от его обязанностями перед джоб-центром. То есть не освобождает человека от того, что он должен искать работу и так далее. Потому что, еще раз, в Германии такая система, что организовать уход за родственником всегда можно так, чтобы не ограничивать себя в возможности интегрироваться в стране. И мое мнение по этому поводу я не устаю высказывать. И я говорю, ребята, отдайте уход за вашими родными в руки специалистов, если это возможно. Есть тагесфлеги, куда вы можете отдать родных на целый день, и при этом флегегельд ваш сохраняется. В основном, если это не социалам. Социалам в последнее время, сейчас последние несколько месяцев, они снимают определенные суммы, но тоже не смертельно, там процентуально. Пойдите лучше заработайте эти деньги там, где вам интересно работать. А уход за своими родными отдайте в руки специалистов. Ваши родные ведут себя с нами совсем по-другому. Они не накручивают наши нервы себе на локоть, в отличие от ваших нервов. Они с нами кушают лучше.
Они дают себя помыть. Они не экономят мыло и стиральный порошок, если делаем это мы. Поэтому, поверьте, интегрируйтесь в страну, в Германии, учите язык и доверьтесь специалистам. Это всегда лучше. Заработайте деньги там, где вам интересно работать. Оставьте отношения мама-дочь или мама-сын и не превращайтесь в сиделку и няньку для своих родителей. Вам же хочется запомнить свою маму мамой, а не злобной старушкой, которая играет вам на нервы и капризничает, и кашу не хочет кушать, или вдруг есть суп, который на всю жизнь с удовольствием ела и не нравится. В принципе, вот это была цель моего сегодняшнего вебинара, разъяснить, какие есть возможности. Простите, может, я говорила спутанно, потому что, ну, действительно, очень сложно разобрать все ситуации. Вы, может быть, подумаете, еще у вас возникнут вопросы, пишите. Будем, если надо, встречаться. Если есть сейчас вопросы, могу на них ответить еще. У нас же есть еще время, Олег? Да, у нас время, мы никуда не торопимся. Я от себя добавлю про вот эту ситуацию: самому ухаживать или же доверить специалистам. Значит, ребята, смотрите, что получается. Значит, ну, как-то понятно, выросли там давно в парадигме, ну, как за родителями надо, особенно касается родителей, надо ухаживать, не отправлять же, не сдавать же их в богадельню, в интернат, а все нужно самим ухаживать. Так вот это неправильно, ребята. На самом деле, когда Ольга правильно сказала, что специалисты справятся лучше, но есть другая проблема. Есть флегефирмы и есть флегефирмы, то есть одни, ну, условно говоря, такие, как Оля, вот, фирмы, а другие тяп-ляп, а то еще и хуже, то есть просто действуют во вред. И ваша обязанность, как это самое, как опекающих вот, и любящих родственников, именно найти хорошую фирму, это пункт 1, а второе даже, понимаете, как все, а второе то, что сказать, ну, то есть вести какой-то контроль, надзор, то есть действительно вы не просто, то есть вы должны просто держать этот вопрос под контролем, что с вашими родственниками обращаются так, как должно. Вот я считаю, что просто немножко цели правильно для себя сформулируйте, и тогда все будет хорошо. Совершенно верно, да. Да. Я вам скажу еще по поводу там ментальности нашей, да, что вот мы не можем отдать своих родных и так далее. Вот также наши родные, наши мамы, наши бабушки, они в смысле о том, что они обязательно должны помочь своим детям, даже если дети не нуждаются, но это же так приятно дать какую-то денежку своим детям. Они идут на такие вещи, когда договариваются с фирмами, вместо того, чтобы к ним кто-то приезжал, они берут там деньгами. Причем небольшими, 150-200 евро, больше фирмы не дают. И потом, когда они приходят ко мне в ТАГ из флеги и говорят: ой, Олечка, знаешь, вот там болит и здесь болит. А я говорю: у вас же 3 раза в день приходит фирма, у вас же в договоре это стоит. И она мне говорит: ну что ты, Олечка, ну ты ж понимаешь, они ж не ходят, они ж платят. Так вот, представьте себе, фирма кассирует 2,5 тысячи, наверное, от социаланта, дает бабушке 200 евро в лучшем случае, и при этом бабушка приходит ко мне с опухшими ногами или уже с загноившейся раной, потому что туда никто не заглядывал в течение этих недель. Так вот, я вас прошу, бабушкам своим расскажите, что вы эти деньги лучше заработаете, пусть они свою помощь получают. Да, Саш, я тебя слушаю. Я все-таки не расскажите бабушкам, а это самое, а проследите, чтобы фирма работала. Да. И объясните бабушке, что надо, на самом деле, если фирма такое предложила, то есть я, может быть, Оля меня сейчас будет спорить, но для меня это сигнал, что просто фирму надо поменять. И убедить бабушку, свою родственницу, 100%. в конкретном случае просто сразу меняйте фирму. И, возможно, опять-таки, второй лайфхак, вот, Оля сейчас пусть его оценит. Когда вы договариваетесь с новой фирмой,
предложите сами ей такой вариант и посмотрите на реакцию. Если вам категорически не скажут нет, то хорошо подумайте. То значит, на этой фирме работают мало специалистов или не очень, потому что ни один специалист не пойдет на такое, потому что это чревато тем, что нужно будет положить диплом свой, да. То есть я не подпишусь под кем-то, потому что если человек умрет, потому что ему инсулин неправильно укололи или не укололи, то я положу свой диплом на стол, а он мне очень дорого стоил. Поэтому я, например, в жизни на такое не пойду. Понятно. Саша, да. Да, Анна там из Ютуба. Сейчас Александр задаст вопрос, Да, потом я да. ваш озвучу. Я хотел Да, буквально пару слов добавить. В этой истории я согласен на 100%. Есть еще одна сторона медали. Это когда наши родители, их тяжело убедить в том, что им не нужна необходима сторонняя помощь. Это мой случай, например, когда я попытался, скажем так, условно еще дома град организовать для своей мамы. Ну, в ответ я услышал: ты что, меня, сволочь, в психушку хочешь запихнуть? Да, Вот. они не привыкли к этому, это правда. На этом все закончилось, так сказать, все мои попытки. К сожалению, такое бывает. Ладно, это я чуть в сторону, Очень, извините. очень много бывает, да. Да, Олег, там вопрос был? Да. Подскажите, пожалуйста, как осуществляется переход социаланта на страховую? Я так поняла, после 2 лет выплат я должна написать в страховую? Ждите, пока вам напишет об этом социалант. То есть если вы получаете сейчас какие-то выплаты от социаланта на помощь по уходу, то ждите, пока социалант вам напишет, что обратитесь в кассу. Пока социалант вам молча платит дальше, ничего не надо делать. Если вы не получаете никаких денег по уходу, то вам и переходить особо не надо. Незачем. Но вообще, пока вам социалант ни в чем не отказал, сидите молча на социаланте. А как осуществляется переход? То есть вам социалант пишет, что так и так, с такого-то числа мы прекращаем вам выплаты так, как вы имеете право на Pflegefälsicherung. В таком случае вы пишете заявление в флегекассу, то есть вы ставите антраг на Pflegeleistungen, в зависимости от того, какая касса, у них на странице есть эти формуляры. Вы заполняете формуляр, и дальше вы предлагаете копии, если у вас есть, той экспертизы, которую проводил социалант, прикладываете их заключение, то есть их Bescheid о том, какой Pflegegrat вам назначили, и касса уже решает. Они могут вам прислать эксперта еще раз, а могут по документам и заключению социаланта, если это было не так давно, или если они видят, что там какие-то необратимые изменения у человека, то они могут просто по этим документам перенять Pflegegrat и таким образом перенять выплаты, которые осуществлял до этого социалант. Так, у нас поднятая рука. Марина, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Ольга, у меня у дочери уже есть 2-й Pflegegrat, я ухаживаю за нее. У меня такой вопрос, а остается вот это, да, что каждых полгода должны с Pflegedienst приходить с проверкой, Да. И нужно делать переоформление, потом, например, через 2 года опять эта комиссия медицинская должна приходить или нет? Ну, первое, раз в полгода, чтобы приходил Pflegedienst, это обязательно. Это не проверка, еще раз. Это консультация больше, чем проверка. То есть, еще раз, они не имеют, они могут написать, если вы нарушаете правила ухода полностью, человек не ухожен, еще что-то, то, безусловно, они обязаны сообщить об этом в кассу, безусловно, касса может прекратить выплату Pflegegeld и назначить какие-то мероприятия, вплоть до того, что там забрать человека в стационарное учреждение. Но если у вас все в порядке, то эти люди приходят для того, чтобы вам помочь. Они могут вам подсказать, что, вы знаете, допустим, ситуация, да, вот, фирма, которая поставляет те же памперсы или те же пенсы, вот эта фирма работает более надежно. Или вы знаете, вот здесь в душевой вам можно было бы там еще какую-то... Да, кстати, мне с этим помогли, да, благодаря этой фирме, да. Вот они приходят
Да, вот они приходят именно с этой целью вам помочь. Это не проверка. И не надо их так воспринимать. И второй ваш вопрос, нужно ли будет проходить опять? Нет, не нужно. В случае ухудшения состояния вы можете подать на пересмотр Флегеграда. Если ничего особо не происходит, то, как правило, этот Флегеград дается пожизненно, ну или в вашем случае до окончания действия 24 параграфа. Ага, я поняла. Спасибо огромное. Пожалуйста. Так, ага, вопрос прочтешь? Да, прочту, я сейчас захожу. Так, если я вызываю комиссию, они присваивают другой град и должна отдельный антракт на Флегегель ставить, или это автоматически? Нет, это автоматически. Если комиссия вам, скажем так, если комиссия рекомендует более высокий град, они свое заключение отдают в социалант или в кассу, и те на основании этого заключения присваивают, соответственно, более высокий град и, соответственно, меняют выплаты. Причем выплаты меняются с дня подачи заявления. Не с того дня, когда была комиссия, а с того числа, когда вы подали заявление. Так, спасибо. У нас вопросы иссякли. Нам осталось еще рассмотреть случай, мы Александру пообещали, с вот этой вот гонорару за уход. Да. Вот, понимаешь, чем меня смутила ситуация? Я услышал слово до 30 часов, 30 в неделю, вот, если Да. ты сказала. Дальше, я припоминаю, что минимальная зарплата сколько сейчас? 12,5, да, по-моему, евро? в Нет, час? в Флеге нет. В Нету? Флеге в Флеге минимальная зарплата на сегодняшний момент для необученных кадров 15,50. Ну вот смотри, 15,50. Или умножаем 15,80, уже что такое. Вот, в общем, короче говоря, мы можем, то есть таким образом, получается, если человек будет уделять этому 30 часов, то это 450 евро в неделю получается и 1800 в месяц. Такой себе немаленький доход. Поэтому как вот то, что его не надо там всячески как доход как-то декларировать, меня удивляет. Как этот гонорар называется? Таких флегегель 1800, их просто не существует в природе. Самый высокий флегегель для 5-го флегеграда сейчас около 1000 всего. Ну, подожди, 1000 в месяц, но это тоже там 1000, если еще где-то устроиться на мини-джоб, то уже как бы из джоб-центра плюс это Вонгельт, и ты как бы уже из джоб-центра вроде бы как съехал. Ну вот какая-то такая лазейка. Как этот гонорар называется? У него Никак, есть он называется флегегельд. Он называется флегегельд, и этот флегегельд выплачивается человеку, который нуждается в уходе. Нет, и но... этот человек, если он кому-то платит это деньги, то нет, это флегегельд, они штойрфрай. Они все. Это для пациента штойрфрай, а то, что дальше они тоже штойрфрай. Они штойрфрай, да. И у этого нет названия. Так, ну, если честно, это удивляет меня полностью всему тому, что я слышал, вот. И поэтому, давайте тогда вторая часть вопроса. То, что, ну, должен ли Александр сообщать работодателю или нет. То есть, если бы это был любой вид гонораров, я ожидал какое-то, то это, ну, точно в договоре стоит, что надо сообщать. То есть работодателя он имеет право запретить, если нет оснований каких-то таких там конкуренция. Но в принципе нельзя запретить, он просто так не может без объяснения существенных причин. Ну, а так как мы не понимаем, что это, то, наверное, надо гуглить, спрашивать чат GPT, вот эти флегегель, гонорар от этого, вот как нужно сообщать по закону работодателю, не нужно, то есть, понимаете как, я честно скажу, я не понимаю, как это называется,
Это называется флегегельд, и по-другому никак. Дело в том, что эти флегегельд, они же выплачиваются человеку, нуждающемуся в уходу, и не предусматривает, что эта выплата не предусматривает, что человек в полном объеме отдает этот флегегельд кому-то. Речь же идет о каких-то вспомогательных там средств по уходу, да, какой-то там лишний дезинфицирующий материал, или лишнюю пачку перчаток надо купить, или какую-то там чашечку с носиком, хотя в флегекассе это тоже, не флеге, а кранкенкассе это тоже оплачивают. Но тем не менее, я проверяла это несколько раз. То есть флегегельд стоит везде steuerfrei. Verhinderungsflege, который вот Verhinderungsflege, если вы кому-то платите, это доход. А если флегегельд, поскольку Verhinderungsflege платится человеку, который осуществляет уход, а флегегельд платится человеку, нуждающемуся в уходе. Поэтому, а как он этими деньгами распоряжается, никто дальше не прослеживает. Он никак не отчитывается за эти деньги, понимаешь? И поэтому ничего не происходит. Поэтому ты думаешь, почему так много Нет, людей... по-моему, ты не учитываешь другое. Ну, допустим, человек пошел, решил себе, пошел к массажисту сделать массаж, так? Да, Он да. массажисту заплатил деньги. Массажист же, естественно, квитанцию там внес себе куда-то там в отчетность, то есть массажист отчитывается. Так вот, чем Александр отличается от условного массажиста? Что... Ну, я тебе скажу, потому что массажист делает это профессионально, Да. а Александр это делает в виде помощи ближнему своему, так скажем. И всё. Мне здесь кажется, Это не Erwerbstätigkeit. У меня где-то, кстати, я себе в законе в этом даже выделяла, я, наверное, просто эти фолии не внесла в эту презентацию, они у меня были в разных компьютерах. И есть такое понятие, что такое Erwerbstätigkeit, как она вот в флеге считается Erwerbstätigkeit. Так вот, я говорила, что Erwerbstätigkeit в случае, если человек ухаживает одновременно за двумя такими людьми, и если уход происходит больше 30 часов в неделю, по-моему, так, где-то у меня, где-то это было даже выделено, и я это найду. Но вот то, что там, допустим, хочет делать Саша, если он там несколько часов в день после работы кому-то там будет помогать, то это не считается Erwerbstätigkeit. А если это не считается Erwerbstätigkeit, соответственно, это не доход. Вот. То есть, если даже условно возьмем такую плохую ситуацию, возможно, глупую ситуацию, и плохо скажу, но, короче, этот же клиент, который даст мне деньги за вот эту вот помощь, стуканет в налоговую, да, что я вот заплатил этому человеку, то есть это все законно, и налоговая Он не скажет, заплатил, Саша, он отблагодарил тебя. Помнишь, там фолия была? Отблагодарил тебя за твой тяжелый труд. ну, благодарность это как чаевые, а чаевые разрешены до 5, по-моему, евро, да, там как-то. Нету по флегегельд никаких ограничений, вот нету просто. Все, хорошо. Их же даже в джоб-центр, в бюргергельд не учитывают, в социальную помощь не учитывают. Человек получает социальную помощь и получает флегегельд. И почему мы, вот, которые работают в флеге, политика, кстати, политики наши немецкие, вот сейчас уже создали комиссию, вот буквально на прошлой неделе или 2 недели назад создали комиссию специально, которая должна сейчас подать в Бундестаг до конца этого года новый закон, или предложение по новому закону по полной реформе ухода за пожилыми, по флеге-реформе, да, потому что кассы пустые, денег не хватает, Германия стареет и так далее. И направление, которое они будут сейчас разрабатывать в этом законе, оно как раз будет, вернее, этот закон будет направлен как раз на то, что больше родственники должны ухаживать за своими родными, и что больше будет делаться акцент на этом. Почему? Потому что кассам дешевле. Вы видели разницу между деньгами, которые платят фирмам, и тем более плюс еще туда включают социалант, который доплачивает, и разница в тех деньгах, которые выплачивают родственникам. Так вот, мы, которые практикуют флеги, мы страшно этим возмущены и страшно
против этого закона, потому что часто и густо эти деньги уходят совсем в другом направлении. Хорошо, что этот человек, он говорит тебе: Саша, помоги мне, я тебе заплачу этими деньгами, они мне больше не нужны, я хочу жить свою жизнь, доживать ее как человек, поэтому я тебе их отдам, а ты за мной поухаживай. А в очень многих случаях эти деньги или складываются под подушку, или даются внукам на отпуска, или внукам на студию, или что-то. А человек живет без помощи, без ничего, потому что он эти деньги собирает. И поэтому, что именно потому, что эти деньги нигде не учитываются, они так интересны остальным, понимаешь? Поэтому все хотят получить денег. И только вот как вот у нас была сейчас Светлана, да, у которой сын больной, когда реально людям нужна помощь, они просят этой помощи. А когда люди жили себе, управлялись сами, а приехали сюда и узнали, что есть такая возможность, и вдруг им без денег помощи не надо, а если деньги платят, то давайте, это совсем другой вопрос, понимаешь, почему нас это возмущает? Потому что я вижу массу случаев, когда люди получают деньги, а бабушки, простите, лишние трусы не купят. Мы ходим, носочки покупаем у нас в Росмане. Ты же знаешь, там, где я работаю, есть Росман. Так вот, мы бабушкам носочки покупаем, а родственники кассируют от 600 евро и выше флегигельд в месяц. Плюс бабушкину пенсию еще. Вот я за что всегда, почему я против таких вещей и страшно возмущена этим новым законом, который они собираются принимать. Я понимаю, что денег мало, на всех не хватает. Согласен на 100%. И опять же, это, я так понимаю, ударит по этой сфере, где люди официально работают. То есть будет меньше работы. Ну да, работы как бы, мы становимся дороже, нам и работы нам хватает. На сегодняшний день в Нидерсахсене 30 тысяч нуждающихся в помощи остаются без этой помощи, потому что флеги-фирмы закрываются реально, особенно те, которые работают по деревням, потому что сейчас, ну, вы знаете, я уже говорила, поднялись зарплаты так сильно, что становится нерентабельно работать в флеге. Ну, тем фирмам, которые привыкли зарабатывать на этом большие деньги, они не могут, приватные работодатели уходят с рынка, потому что им становится это неинтересно, а большие сети работают в основном по городам тоже. Ситуация сложная в нашей сфере. Недаром же они так срочно, прям вот в июле начали и до конца года уже хотят новый закон принять. Все это неспроста. Поэтому, да, поэтому сложно, и я всегда говорю, что я не сторонница получения денег родными, потому что есть действительно люди, берут эти деньги, пользуют для чего-то, даже если человек на эти деньги, который вот 1,5 года ухаживал со своей мамой, и он возьмет эти деньги и пойдет в отпуск, это заслуженно, это нормально, если человек хорошо ухаживал за своей мамой. Но когда происходят такие вещи, о которых я говорю, да, когда я бегаю за родственником, потому что мама уходит систематически из дома или приезжает к нам так из флеги, захлопывает дверь, и мы потом не можем открыть эту дверь, и не можем маму отвезти домой, а я прошу, сделайте второй ключ, а он стоит аж 12 евро, и это практически невозможно, а человек получает флегигельд, понимаешь, что такие ситуации меня, конечно, раздражают, прямо скажем. Ну, вы уж извините, это уже начинается... Да. Давай позитива, а скажи все-таки, вот, ну, все равно, как вот многие, давай к теме, так, профессии флеги. Да. Вообще, скажем так, для украинцев там это место на рынке сейчас есть, но я имею в виду не работу найти, а, допустим, кто-то хочет или флеги открыть свое, или же, допустим, я не знаю, тут как Зельфштендих, вот просто как волк-одиночка, можно работать или нет? То есть какое-то место есть на рынке или нет? Ну, Олег, откровенно говоря, сейчас очень сложно. И даже те, которые сейчас открылись, молодые фирмы, они продолжают открываться, но продолжают многие закрываться тоже. Очень многие те, которые работают, вот, что называется, амланд, да, в деревнях, в сельской местности, ну вот несколько моих знакомых фирм, тех, которых я знаю, с теми, которыми я там встречаюсь на семинарах профессиональных и так далее,
Ну вот 3 из них уже точно закрылись, но надо сказать, что там владельцы фирмы уже люди, которые подходят к пенсионному возрасту, они не хотят бороться, они устали от этого, им проще было закрыть эти фирмы. Но сейчас сложная ситуация для того, чтобы открывать свой бизнес в этой сфере. Я думаю, что нужно таки подождать до конца года, что нам скажет новый закон, что они учтут в этой флегереформе. 100% найдутся какие-то интересные окна в этом бизнесе. Ну, пока я бы рекомендовала подождать, пока выйдет новый закон. Сейчас сложно. Нас Хорошо. ставят в рамки очень сложные. Да. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Я смотрю, ни на Ютубе нет больше вопросов, или и тут нету. Последний шанс поднять руку, задать вопрос, и нет, мы Да, как-то сегодня тема должна была быть такой интересной про деньги, и как-то неожиданно. Да. Как-то мы это самое, деньги есть, а добраться, оказывается, не так просто. А мы не подсказываем обходных маневров. Нет, Как они устраиваем правы. автопатии, рассказываем, как с денег правильно это с этим Да, обращаться. это вот знаешь, как ты сказал, ты правильно сказал, что когда вы приходите, выбираете себе флегединст, и вы говорите, и вы должны спросить, сколько вы мне будете отстегивать, да, ну это так называется, да, вот, ты совершенно правильно сказал, вот если к нам приходят и говорят, у нас масса таких случаев, когда приходят и говорят, вот мне вот там платят вот столько, а сколько будете платить вы? Мы сразу говорим, мы вообще ничего не платим, и многие люди уходят, да, так вот мы вообще ничего не платим, и отходных путей не рассказываем. Да. Но я могу подсказать, как законно, и если действительно необходимо, и какая помощь необходима, и где ее получить. Это можете ко мне всегда обращаться. Хорошо, Оля. Огромное спасибо, как всегда, Пожалуйста. супер полезно, супер интересно. Спасибо вам. Да, мы всегда рады тебя видеть у нас. Спасибо. Приходи почаще. Вот, всегда Спасибо. рада. Накапливайте вопросы, и я Да, обязательно да. на них отвечу. Мгм. Хорошо, всего хорошего вечера. Хорошего До свидания. вечера. Я прекращаю трансляции. YouTube, Да. до свидания. Кто там спрашивает, запись вебинара будет? На YouTube трансляция остается. Всего хорошего, всем хорошего вечера. Кому пообещала, на все вопросы отвечу в личке. Пишите или в чате. Пишите. Всего хорошего. До свидания. Хорошего вечера.